Чё? Это не ниндзя сюрикен какой-то, не какое-то экзотическое оружие, это Wi-Fi 6E адаптер. Вот такой вот AXE 5400. Ну, все ждали Wi-Fi 7, но дело в том, что, знаете, что самое интересное? Мне больше запросов поступало на обзор именно этого адаптера, а не Wi-Fi 7. Хотя я вам сейчас покажу, продаются они оба. И Wi-Fi 7 BE 6500, и вот этот вот AXE 5400. Именно для USB. Не знаю, зачем он вам сдался, именно Wi-Fi 6E. Но я так понимаю, что для многих цель взять и заменить подключение, скажем так, кабельное на персональных компьютерах на беспроводное. Потому что подходит он для персональных компьютеров, подходит он конкретно для, допустим, ноутбуков и не подходит для ТВ-боксов. Забудьте, сразу говорю, многие там будут спрашивать какое-то такое. Для мини-ПК, кстати, тоже подходит. Поэтому на канале Технозон вот такой вот Wi-Fi 6E, USB адаптер, ну и Wi-Fi 7 можете читать, я его тоже сейчас покажу. Поехали. Так, смотрим. Это у нас Wi-Fi 6E, драйвер free, само собой USB 3, поддерживает который 6 ГГц. И есть Wi-Fi 7 такой же, который тоже поддерживает 6 ГГц. Их два одинаковых. Один стоит 14,65, другой стоит 25,83. Пожалуйста, ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик однозначно, потому что делаю я это для вас. Мне будет приятно, хотя даже если вам и все равно, для вас это ничего не стоит, а мне поможет развивать и дальше мой контент. Основано это все на Realtek 8912AU. Это конкретно, если брать у нас Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 у нас основан, ну это Wi-Fi 7. Wi-Fi 6 у нас тоже на Realtek 88 серии, тоже в самом обзоре уже на тестах увидите. Но смотрите, в чем фишка. 21 dBm, ну Wi-Fi 6E 20 dBm. Тут такое дело. Есть поддержка MU и MIMO. В обоих адаптерах у нас используется 2,4, 5 ГГц и 6 ГГц. Поддержка WPA3, это все красиво. И тут они прям показывают, всю адаптер прям существенно крутой. И показывают вот эту вот скорость, какую-то 6500 либо 5400 на 6E адаптере. Я вам сразу говорю, это максимально теоретическая суммарная скорость канальных скоростей адаптера каждого из диапазонов. То есть это не значит, что этот адаптер может выдать 6,5 гигабит. Нет, либо 5400 для 6E. Нет, это значит, что у нас, например, на 5 ГГц диапазоне канальная скорость для Wi-Fi 7 будет 2,8 гигабит и на 5 ГГц, и на 6 ГГц, и 688 мегабит на 2,4. На 54,2.0 вот этом у нас будет 2,4 гигабита канальная скорость на 6 и на 5 ГГц, и на 2,4 будет 573 мегабита. То есть вот таким вот образом. При этом канальная скорость это не есть реальная скорость. Это значит, что максимальная скорость, которую вы получите, там 50-60% от канальной. Здесь, по крайней мере, мы в пиковом значении видели 1,5, 1,6 в серии тестов гигабит, и как бы работает. Но тут еще один момент. Вот этот USB 3, он будет хорошо работать только если вы подключаете к какому-нибудь суперспид USB. То есть подключить его к простому USB 3, у которого там нет суперспида, он и будет вам показывать там 500-600 мегабит максимально. Вы должны это тоже понимать, что если у вас нет нормального, допустим, USB, хотя 500-600 мегабит тоже дофига. Ну, сейчас прям вот если все гигабит, то это классно. 500-600 получить, это будет классно. Подключив, допустим, к суперспиду, вы получите максимальную скорость до 1,6 гигабит. Это в том случае, если у вас есть такие скорости. Теперь дальше, что они тут нам еще заявляют, подходит для компов, для ноутбуков, все красиво, все хорошо. Вот видите, они даже сравнение, 574 Wi-Fi 6E, ну это Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, у них одинаковые коннекты, 2.4, тут 2.882. Любят они маркетингом заниматься, потому что 2.8 вы при любом раскладе не получите. Просто подключение, не нужно никакого, нафига так криво рисовать, капец. Просто подключение, антенны у нас наружные, кстати, они острые такие, с одной стороны. Просто наружные. И что еще у нас тут? WPA3 протокол, поддержится Windows 10, Windows 11 и его размеры. Больше ничего они нам дельного не написали. Ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, еще раз повторяю. Идем на распаковочку и потом уже тесты и выводы. AXE 5400. Трехдиапазонный USB адаптер, драйвер free для компов. В принципе, очень интересно. Смотрите, сколько этих различных USB 3, 6 ГГц до 2.4 Connect, 2.4 до 523, кстати, в 5 ГГц тоже будет до 2.4 максимум. Давайте вскрывать, посмотрим,
Что у нас там за чудо? Оба-на. Вот, кстати, это все, что там есть. Есть какой-то... Это даже инструкция тяжело назвать. Называется, знаешь как, вставили и все, и забыли. То есть вот все, вот в компы и в ноутбуке. Так, дальше, поехали. Смотрим. У нас антенки должны раскладываться каким-то образом. О, есть, да. Вот, выносные антенны. Выглядит это вот таким вот образом. Смотрим. Вот так вот это выглядит. Драйвер free. Он у нас в автозапуске показывает папочку с драйверами. Вот, пожалуйста, win install. Но это уже мы рассмотрим, когда будем его подключать и тестировать. Также у нас есть здесь кнопка сброса. Вот она. И все. Больше ничего нету. Больше ничего нету на самом-то деле. Давайте сейчас его подключим и попробуем, как он работает. Подключили, видим, Realtek 8832 CU появился. Давайте отключим сразу тот встроенный Wi-Fi, который там был, простой шестой. Мы что сюда для тестов используем. Мы используем платформу Asus ZenBook 14. Давайте посмотрим на его свойства. И мы видим, что у нас есть 2,4, 5 ГГц и 6 ГГц. Есть управление QoS, именно поддержка QoS. И есть VHT для 2,4 ГГц. Смотрите, 6 ГГц вы можете включить, вернее выключить, либо использовать 802.11ax. В 5 ГГц у нас только AAN, ANAC, ANAC-AX режимы, отдельного AX нет. И в 2.4 приблизительно то же самое, только есть B, BG, BGN и BGN-AX. Кстати, в 2.4 работа в 6 ГГц диапазоне. Очень хорошо. Так как у нас нет с вами поддержки 2.8 коннекта, то мы тестируем в 5 ГГц как в самом быстрой сети и посмотрим его полный коннект. Так, подключено. Смотрим свойства. 5 ГГц, коннект 2,4 гигабита дает, то есть 2400. Wi-Fi 6E, именно 6 ГГц будет давать то же самое. И проверяем сразу же скорость работы этого 5 ГГц диапазона через USB-шечку. Так, стартанули 5 гигагерцовый, 5 ГГц идет. Ну, здесь знаете у нас в чем вопрос? Вопрос у нас один в том, что у вас USB должен быть суперспид. То есть это не должна быть USB-шка, которая там поддерживает, ну вот в моем случае это не суперспид 500 мегабит, это вообще что-то слабое. То есть мы должны с вами выбрать что-то другое. Давайте попробуем его переставить в другой USB, который у нас суперспидный, потому что, честно говоря, с такой скоростью будет тяжело. Давайте обновляем и попробуем на более быстром USB-шке, на более быстрой USB-шке тест. Но результаты вы видите. Результаты просто-напросто, как мы и ожидали, на суперспиде работают отлично. Давайте мы сейчас пойдем с вами посмотрим на 2,4 ГГц, какой мы коннект получим. Подключаем 2,4. Смотрим на коннект. Так, Wi-Fi 2,4 ГГц у нас подключился тоже в AX режиме на 2,4 с коннектом 573. Пробуем тот же самый тест. И у нас здесь показывает на текущий момент 150-160 мегабит, 120. 160 было максимально. Это неплохой показатель для такого, скажем так, адаптера. То есть на 5 гигагерцах мы с вами получаем там больше гигабита. Это очень хорошо для USB адаптера. Давайте мы так будем с вами рассуждать в том плане, что это USB адаптер, а не все-таки встроенный, который на PCI-Express шине. И тут все зависит именно от скорости вашего USB. И рассчитывать на то, что вы здесь получите там, допустим, 2 гигабита не стоит. Есть канальная скорость, а есть реальная скорость. И реальная скорость зачастую где-то в 2-2,5 раза может быть ниже, чем, ну, до двух, скажем так, кратности 2 может быть ниже, чем скорость самого канала. Ребят, готов пройти и прорезюмировать данное видео.
В качестве выводов скажу, неплохой адаптер получился, чисто вот если вот уже выхода нет. Для ноутбуков я считаю, что есть вариант того, чтобы улучшить сам адаптер ноутбука, и в большинстве случаев это возможно. Адаптеров полно, особенно там Intel BE 2000, ой, Intel BE 200, очень неплохой адаптер, я себе апгрейдил, так у меня есть Predator на Intel Core i9 14900HX, я туда впилил Intel BE вместо киллера, кстати, Wi-Fi 6, и работает он, кстати, еще и получше. Поэтому вот эта штука при исполнении для USB неплоха, мы ее рекомендуем, конечно же, но есть варианты сделать это дело лучше в случае с лэптопами, и да, и ваши материнские платы проверьте, зачастую там есть коннекторы для Wi-Fi, и многие об этом просто-напросто не знают. Но если уж без выхода, то это вообще очень неплохая замена кабеля.